Любите сыр? Тогда это видео вам точно понравится. Для ролика я приготовила 3 рецепта закусок с сыром на праздничный стол и на Новый год. Готовить их очень просто, получается красиво и элегантно, как в ресторане, и это очень вкусно. Так что если интересно, просто продолжайте смотреть. Привет, дорогие друзья, меня зовут Галина Артеменко, продолжаю марафон новогодних рецептов на своем канале. Выбор просто огромный, именно поэтому я не снимаю в этом году новогоднее меню. У меня есть с прошлого года меню, ссылку на него я оставлю в описании под роликом, оно по-прежнему актуально и по-прежнему в нем очень много рецептов, которые могут вам понравиться. А вот в этом году мне захотелось снимать ролики чисто в формате разделения рецепта на группы: салаты, закуски из мяса, закуски из рыбы, основное там и так далее, для того, чтобы вы могли прицельно выбрать тот рецепт, который вам надо, именно из конкретной группы, и уже сформировать меню самостоятельно под свои вкусы. Сегодня я посвящаю внимание всеми любимому сыру, так что закуски у нас будут сырные. Продолжайте смотреть, будет очень интересно, и в комментариях не забудьте поделиться, какой из рецептов понравился вам больше всего. Первыми приготовлю очень простые рулетики из грудинки или бекона с сыром, инжиром и черносливом. Список всех ингредиентов в описании под этим роликом. Первым делом подготавливаю сухофрукты. Чтобы они стали мягкими, я заливаю их горячей водой и оставляю минут на 10-15. Инжир или чернослив – выбор за вами. Что вы любите больше? Для ролика я сняла оба варианта. Готовлю начинку. Для того, чтобы эти маленькие рулетики были бомбочками вкусов, добавляю в начинку еще и оливки. Представьте это сочетание вкусов: копченое, сладкое, кисленькое и соленое. Шикарно! Итак, раздавливаю оливки дном банки и извлекаю косточки. Если возьмете оливки уже без косточек, вы молодец. Мелко рублю оливки. В небольшую миску отправляю козий сыр. Если не любите или нет доступа, используйте сливочный сыр, но с козьим это будет особый восторг. Добавляю к сыру немного перца и разминаю его. Добавляю к сыру оливки и перемешиваю смесь. Она получается довольно пластичная и удобная. Теперь тонко режу варено-копченую грудинку, нужно 24 полоски. Отлично подойдет также бекон, а если вы хотите приготовить холодный вариант такой закуски, берите прошутто или хамон. С размягченных сухофруктов сливаю воду. Чернослив раскрываю, инжир разрезаю напополам, так как он крупнее по размеру, и тоже раскрываю каждую половинку, чтобы туда было удобно поместить начинку. Сладость сухофруктов тут круто дополнит пикантность грудинки. Отличная закуска на один укус. Теперь наполняю каждый сухофрукт начинкой. Получается примерно по половине чайной ложки сырной смеси на порцию. Каждую порцию оборачиваю грудинкой и фиксирую при помощи зубочистки. Выкладываю рулетики на противень, застеленный пергаментом. Отправляю в духовку. Я использую режим гриль, температура 250 градусов. Время 7-8 минут до румяных краев. Если режима гриль нет, используйте конвекцию или просто вверх-вниз и скорректируйте время приготовления под свою духовку. Ориентируйтесь на внешний вид рулетиков. Приступаю к приготовлению пикантных корзиночек с сыром и зернами граната. Это взрыв вкусов и текстур. Насыщенный сыр, хрустящая корзиночка, ароматные добавки и сочные кисло-сладкие зерна граната, которые добавляют игривости. Список ингредиентов в описании под этим роликом. Начинаю с приготовления хрустящих корзиночек. Я делаю их из теста фила. Если теста фила нет, можно использовать лаваш в один слой. Из фила же корзиночки будут трехслойными. Укладываю лист фила на рабочую поверхность и слегка смазываю его растопленным сливочным маслом. У меня это домашнее топленое. Накрываю лист вторым листом и повторяю смазывание еще раз. Затем накрываю все третьим листом фила. При помощи формочки для печенья вырезаю 12 кругов. Если что-то формочка для печенья не дорезала, можно помочь себе кухонными ножницами. Получаются вот такие заготовки. У меня не поместились все 12 на один пласт, так что я сделала еще заготовку из одного листа фила, сложив его. Укладываю заготовки из фила в форму для кексов. Получаются вот такие ажурные заготовки. Отправляю корзиночки в духовку на 5-7 минут до румяности и хрустящести. Температура 200 градусов.
Готовлю сырную начинку. Натираю на мелкой терке сыр. У меня это чеддер с насыщенным вкусом. Кстати, такую вот начинку можно подать в виде сырного шара. Также на моем сайте есть еще 3 рецепта вкусных сырных шаров. Ссылку оставлю в описании под роликом, переходите. Отправляю сыр в миску для смешивания и к нему сливочный сыр. Всыпаю орегано, сушеный чеснок. Добавляю хрустящий жареный лук. Эта добавка продается в отделе со специями, но ее также можно заменить просто поджаренной до карамельного цвета мелко нарезанной луковицей. Нам тут нужен этот сладковатый насыщенный вкус. Перемешиваю смесь до однородности. Соль в нее я не добавляю, соли будет достаточно из сыров. Теперь я рублю острый маринованный перчик, он добавит тепла. Рублю зеленый лук для свежести. Отправляю перец и лук в сырную массу. Добавляю сметану, ее нужно вводить понемногу на глаз до удобной консистенции. У меня ушло 100 граммов. Хорошенько вымешиваю массу. Перехожу к гранату. Очищаю его и добываю зерна. Нужны зерна примерно из трети граната. Собираю закуску. В каждую корзиночку укладываю щедрую порцию сырной массы. Слегка придавливаю ее и разравниваю. Сейчас хорошо видно, какая консистенция сырной массы. Она и не слишком плотная, но и не текучая, не излишне влажная. Благодаря этому сохранится хрусткость корзиночек. Завершаю закуску добавлением зерен граната. Как сразу закуска заиграла красками. Перехожу к третьей закуске с сыром. Это мой фаворит. Эти кростини с грушей и синим сыром практически как десерт. Это так вкусно, что остановиться очень сложно. И при этом готовятся они проще простого. Список ингредиентов в описании под видео. Режу багет ломтиками толщиной 1 см. Мне нужно 12 кусочков. Багет можно выбрать любой на свой вкус. У меня с добавлением гречневой муки и семенами льна. Можно взять классический, можно взять чиабатту. По ситуации. Выкладываю хлеб на противень, застеленный пергаментом. Смазываю каждый кусочек небольшим количеством оливкового масла, чтобы хлеб хорошо подрумянился и стал хрустящим. Использую рафинированное масло, так как сильно нагревать масло первого отжима нельзя. Отправляю хлеб в духовку на 5-7 минут под гриль. Температура 220 градусов или в другом режиме, который есть в вашей духовке. Главное получить румяный хлеб. Этим временем режу грушу. Разрезаю напополам, удаляю семенную коробочку и режу тонкими пластинами. Хлеб подрумянился. Беру сыр с синей плесенью, крошу его в руках и раскладываю по хлебу. Его нужно совсем немного, но он привнесет шикарный вкус. Поверх сыра раскладываю кусочки груш внахлёст. Каждую порцию поливаю небольшим количеством меда. Посыпаю небольшим количеством орешков каждый ломтик. У меня это кедровые орешки. Сюда они подойдут идеально. Но если нет кедровых, отлично впишется грецкий орех. А вот арахис, хоть он и не орех, но им часто заменяют орехи, тут использовать не стоит. Отправляю кростини в духовку под гриль. Температура прежняя 220 градусов. Время 7-10 минут или до приятной румяности. Если нет гриля, используйте базовый режим духовки и если необходимо, скорректируйте время. Перед подачей я добавляю еще немного меда для аппетитного глянца. Если рецепты из сегодняшнего видео пришлись вам по душе, ставьте лайк под этим роликом, оставляйте свои приятные комментарии, подписывайтесь, если вы на моем канале впервые. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие вкуснейшие рецепты. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».